Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире Инфакт. На что только не готовы пойти стримеры ради привлечения внимания. Так вот, недавно на Твиче придумали новую забаву. Налепить зеленку на свой S или бупс и транслировать игры из своих эссов и бупсов. То, как это выглядит не на словах, а на деле, смотрите в материале по ссылке. Получается, что ты смотришь как бы не на филейные места, а на самый что ни на есть геймплуй. Но Twitch подумал и решил, что не, таки срамно это как-то, и объявил, что с 29 марта, то бишь непосредственно с сегодня, на площадке больше нельзя будет показывать контент, который фокусируется на интимных частях тела в течение длительного времени. Что, кстати, коснется не только зеленки, но и интересных ракурсов. Уверен, такие стримеры найдут новую лазейку, ибо не впервой уже. Игры, которые чередуют 2D и 3D, не новинка, но вот игра, которая совмещает и то, и другое одновременно, вот это уже что-то интересное. Инди-разработчики Crescent Moon Games и Those Dang Games представили Screenbound. В ней мы будем управлять своим персонажем в двухмерном платформере и в то же время своей трехмерной версии. По сюжету мать протагониста изобрела устройство в виде карманной приставки, которое способно перемещать человека в пространство с двойным измерением. Это с нашим героем и приключается, ну а нам придется расхлебывать. Геймплейно смесь 2D и 3D выглядит следующим образом. Персонаж держит в руках ту самую приставку, на экранчике которой двухмерный платформер, но действия, совершенные там, повторяются и в трехмерной реальности героя. Некоторые моменты зеркалятся, некоторые влияют на пространство иначе. Например, сражаясь в 2D, награду вы получаете уже в 3D. Нам обещают множество скрытых зон, различные странные идеи вокруг и редактор уровней, который позволит создавать 2D локации и автоматически сгенерирует под них 3D уровни. Даты выхода у Screenbound пока нет, а среди платформ значится только Steam. Студия Toys for Bob, разработавшая ремейк трилогии про дракончика Спайра, судя по слухам, собирается взяться за 4-ю часть серии. Видеоблогер Canadian Guy E утверждает, что Spyro 4 уже делают, о чем он узнал на выставке PAX East. По сообщениям портала Windows Central, Toys for Bob заключила контракт с Microsoft и будет делать что-то похожее на предыдущие работы студии. Напомню, что после слияния с Activision'ами майки получили и права на Spyro. Сама Toys for Bob советовала поклонникам держать рожки на макушке, явно намекая на зловещие рога огнедышащего звероящера. Стоит сделать небольшую оговорку. У Spyro уже есть и 4-я, и 5-я части, и даже серия перезапуск, однако игры эти получились не очень, и фанаты считают трушным Spyro только оригинальную трилогию. Исходя из этого, можно предположить, что Toys for Bob будет делать именно новую 4-ю Spyro, а не ремейк Spyro Enter the Dragonfly. Что ж, ждем официального подтверждения. Вы даже и не подозревали, насколько может быть опасна игра в снежки. Безобидный шарик из кристалликов льда может взять и сломать вам жизнь в Helldivers 2. Разработчики призвали пользователей не трогать снег в игре, ибо в механику снежков прокрался баг, заставляющий игру вылетать. Проблему скоро обещают пофиксить. А тем временем Министерство обороны Суперземли подготовило новые стратагемы с 2 новыми пушками. В анонсе Arrowhead упомянула орду автоматонов, из чего следует, что свежие стратагемы будут особенно эффективны именно против инопланетных железяк. Sega проводит волну увольнений. Под удар в том числе попали и авторы серии Total War из Creative Assembly. Тем не менее, студия продолжает работу над несколькими новыми Total War и еще одним неанонсированным тайтлом. По словам главы Sega Europe Юргена Поста, компания решила обезопасить свой игровой бизнес в меняющейся экономической ситуации и выбрать для себя наилучшее позиционирование для дальнейшего развития. Вместе с тем, издатель попрощается и с командой Relic Entertainment, создавшей серии Company of Heroes и Warhammer 40 000 Dawn of War. Отныне студия станет независимой. Смена издателя произошла и у Gearbox Entertainment, правда, этот переход не оставил компанию в целости. Владевшая ею Embracer Group оставит при себе Gearbox Publishing с правами на серию Remnant, Cryptic Studios с Neverwinter Online и Star Trek, вспомогательную студию Lost Boys Interactive и Captured Dimensions. Покупатель же в лице Take-Two Interactive в свою очередь получит студию Gearbox Software, монреальское и квебекское отделение, а также права на франшизы Borderlands, Tiny
Tiny Tina's Wonderlands, Homeworld, Risk of Rain, Brothers in Arms и Duke Nukem. Старина Рэнди Пичфорд продолжит руководить Gearbox. По его словам, партнерство с Take-Two поможет компании девелоперов выйти на новый уровень. Take-Two заявила, что Gearbox уже работает над 6 проектами, среди которых 2 новых Borderlands, еще 2 Homeworld и как минимум 1 тайтл по новой интеллектуальной собственности. Создатели Life is Strange, недавний Banishers Ghost of New Eden и других проектов из студии Don't Nod собираются разделиться на 3 команды. Каждая из них возьмет на себя определенный жанр. Одни будут делать ролевки, другие экшен-адвенчуры, а третьи сюжетные приключения. И при этом каждая такая подкоманда будет не только самостоятельно разрабатывать игры, но и самостоятельно их издавать. Don't Nod намерены каждый год выпускать в среднем по 2 игры. Упор будет сделан на проекты не AAA, а на AA игры, мол, реализовывать более крупные штуки сейчас не время из-за обстановки в индустрии. Платформер Earthblade от авторов Celeste должен был выйти в этом году, однако студия Extremely OK Games с прискорбием сообщает, что запуск откладывается на неопределенный срок. Скорее всего, игру перенесли не меньше, чем на год. Время косарей. Награду получает CM Kane, который раскопал все демоверсии первых 4 частей Resident Evil, проследил их историю и рассказал, чем отличаются вышедшие резики от своих первоначальных прототипов. Вторая награда достается Дмитрию Епихину за проведение тщательного анализа и сравнения последних частей The Legend of Zelda с мультфильмами Хаяо Миядзаки. И это не только поиск внешних сходств, но и внутренних. За наградой обращайтесь ко мне в личку. Нынче редко в ЕГС раздают что-то интересное для РУ региона, но момент настал. До вечера следующего четверга эпики бесплатно раздают симпатичную метроидванию Islets. Хватайте и бегом на наш сайт смотреть свежий ролик от Ивана Лоева и Владимира Сичкарева, посвященный тому, что делает Half-Life культовой игрой. А на этом все. Хороших выходных!